7 апреля 2025 года инвесторы по всему миру запомнят как черный понедельник, ведь только 4 раза в истории фондовый рынок США падал на 10% буквально за 2 дня, в то время как биткоин протестировал новый годовой минимум на уровне $74,5 тысячи. Конечно же, такое ужасное открытие рынка в понедельник было связано с продолжением торговой войны, которую начал Трамп, и сейчас она в самом разгаре. Трамп, как всегда, выбрал позицию силы и начал давить на многие страны, угрожая тем, что США снизят зависимость от импорта и перестанут платить сотни миллиардов долларов в год. Но пока Индия, Великобритания, Южная Корея, а также ЕС и вообще по заявлению Минфина США около 70 стран начали переговоры с Трампом, Китай твердо и четко стоит на своем и ни на секунду не собирается прогибаться под США. Китай решительно заявил, что они готовы идти до конца, и даже после того, как Трамп пригрозил дополнительными пошлинами аж 50%, Китай не сдал свои позиции, а наоборот добавил, что запугивание, угрозы и шантаж – это не лучший способ для переговоров, и они готовы продолжать держать удар, из-за чего Скотт Бессент в бешенстве заявил, что эскалация конфликта со стороны Китая была большой ошибкой, поскольку Китай может испортить план Трампа, о котором я вам рассказывал ранее. Таким образом, торговая война плавно превращается в холодную, где нам придется наблюдать за масштабным противостоянием снова Великой Америки и Поднебесной. Трамп видит в Китае главного мирового конкурента, которого ему не удалось сломать в 2016 году. А зная амбиции нового президента США, нас ждет затяжная битва двух гегемонов. Вот только учитывая, как остальной мир напрямую зависит и от США, и от Китая, мы явно столкнемся с большими проблемами в цепочках поставок и мировой торговли, а это прямой путь к росту инфляции. Ларри Финн, глава крупнейшего фонда в мире BlackRock, не исключает падение рынков еще на 20%. Тем временем Goldman Sachs уже второй раз за неделю увеличивает вероятность рецессии до 40%, а сам Финн прямо говорит, рецессия уже началась. Его мнение также поддерживает и руководство JP Morgan. Мир стоит на пороге глобальной экономической перезагрузки, или как называет ее сам Трамп, революции. И уже в ближайшие месяцы мы начнем ощущать первые последствия этой битвы. С каждой новой публикацией отчетов напряжение будет только расти. Но все ли реально так плохо? Или есть надежда на разворот? Ведь Трамп недавно намекнул, что Китай готов к сделке. Или возможно это очередной блеф? В этом видео я собрал абсолютно все важные заявления от Трампа, Минфина США, представителей Китая, а также мировых аналитиков. И мы разберем, куда это все ведет. К мировому кризису или к временному шторму, после которого наступит рост. Потому что все, абсолютно все сейчас зависит от одного человека, а именно Трампа. И если он хоть немного смягчит риторику, мировые рынки биткоин могут просто взлететь. А как сказал аналитик Артур Хейс, неважно, кто победит в этой войне, Народный банк Китая или ФРС США все равно зальют экономику деньгами, а это значит одно – биткоин полетит вверх. Друзья, сегодня вас ждет очень интересное видео, так что обязательно поставьте лайк. Это действительно важно. Честно говоря, я уже не помню, когда мы в последний раз набирали более 1500 лайков, но я все равно благодарен тем, кто продолжает поддерживать наши видео, особенно в такие нестабильные времена. Поэтому еще раз огромное спасибо всем, кто прямо сейчас поставил палец вверх. Вам желаю приятного просмотра. Меня зовут Влад. Вы на канале Coin22, мы начинаем. Что ж, друзья, давайте сразу подытожим все, что происходило, начиная с понедельника, ведь информации реально было очень много. И чтобы вы ничего не пропустили, я пошагово все расскажу. Благо, редакторы нашего телеграм-канала следили за всеми новостями 24/7 и раньше всех публиковали важные анонсы, связанные с текущей торговой войной. А сегодня мы выложили аналитику по биткоину, где разобрали, как переводы на бирже от долгосрочных холдеров повлияют на его цену. А еще буквально завтра, 10 числа, нас ждет важный ИПЦ. Раньше всех свежие данные по инфляции вы можете получить именно у нас в телеграм. Так что подписывайтесь. Итак, 7 апреля стало пятым черным понедельником в истории, потому что S&P 500 упал на 10% буквально за 2 дня. Фондовый рынок Японии рухнул, китайский юань обвалился, а биткоин протестировал новый годовой минимум. 8 апреля рынки понемногу начали восстанавливаться, так как одна за одной начали появляться новости о готовности к переговорам со стороны ЕС, Британии, Индии. Некоторые даже уже приехали к Трампу на чай, а вчера Белый дом заявил, что Трамп готов принять трубку и поговорить с каждым касательно тарифов. И логика здесь проста. Трамп понимает, что США это первая экономика мира, и абсолютно каждая страна с ней торгует. Но триггер для Трампа – это торговый дефицит в 1,2 триллиона долларов. То есть в прошлом году Америка продала товаров меньше, чем купила. Учитывая стандартные пошлины, которые действовали до этого, Трамп считает, что США теряют свои деньги и нужно вводить тарифы, а также запускать свое производство. И больше всех досталось именно Китаю. По словам Трампа, Китай просто паразитирует на американской экономике. Он на полном серьезе считает, что его торговая политика с позиции силы – это единственный способ заставить Пекин идти на уступки.
рынки. И вот что случилось. Китай отвечает зеркальными пошлинами, Трамп, конечно же, грозит новыми тарифами, и теперь уже вся мировая экономика замирает в ожидании, кто кого передавит. Но вот что важно, Китай не прогибается. КНР 5 апреля официально заявила: мы не ищем конфликтов, но и бояться не собираемся. Давление не работает, мы защитим свои интересы. И уже с 10 апреля Пекин вводит пошлины в 34% на американские товары. Причем это поддерживают не только власти, но и 6 ведущих торговых палат Китая. Трамп и Бессон были просто в бешенстве от таких заявлений. И уже во вторник в Белом доме заявили, что с 9 апреля на китайский импорт официально начинает действовать дополнительный тариф 104%. Да, вы не ослышались, 104%. Более того, Трамп сказал, что ждет звонка от Пекина, и тут же похвастался, что делегация из Южной Кореи уже едет в США, чтобы подписать торговую договоренность. Интересный момент. На фоне всего этого многие страны, пострадавшие от тарифов Трампа, наоборот пытаются договориться с Вашингтоном. Например, Вьетнам, Камбоджа, Малайзия и даже Индия, главный азиатский конкурент Китая. А вот Китай пошел другим путем и не идет на уступки, а укрепляет внутренний рынок. И это работает. То есть, пока с Китаем все в режиме конфликта, другие страны спешат под шумок перезагрузить отношения с Вашингтоном. Это такая экономическая дипломатия в стиле «кто не с нами, тот платит пошлину». Ну и теперь вопрос, как отреагирует Пекин? 104%! Это же почти удвоение стоимости товаров. Такая мера может реально ударить по китайскому экспорту, особенно в сферах, где цены так на грани. По официальной статистике 85% китайских экспортеров также продают товары внутри страны, а внутренние продажи это 75% их дохода. То есть даже если экспорт пострадает, экономика выживет. И теперь ключевой вопрос, а кто победит в этой тарифной войне? Wall Street Journal считает, что в долгосрочной перспективе выигрывает Китай. Почему? Потому что он начнет искать новые источники критических товаров, а те страны, которые хотели дружить с США, могут отвернуться и начать сближаться с Пекином. Хотя с другой стороны, странам будет проще пойти на условия Трампа и продолжать торговать с Китаем. Но лично я считаю, что победителей в этой торговой войне не будет. В период таких экономических напряжений страдают все: потребители, компании, инвесторы, в том числе крипторынка. Потому что мировая торговля — это большая сеть, которая состоит из цепочек поставок товаров. Ведь чтобы собрать и поставить тот же iPhone, его нужно собрать, а комплектующие не производятся только в Китае. Их везут со всего мира. При этом материалы для этих комплектующих также добывают не в одной стране. В общем, я хочу сказать, что это не локальный конфликт, где другие страны могут себе взять попкорн и спокойно следить за тем, как Трамп борется с Китаем. Это большая система, которая строилась годами, и здесь все взаимосвязано, а значит давление на рынке будет очень сильным. Да, после обвала в понедельник, вчера крипторынок даже какое-то время был зеленым, но как только появилась новость про тарифы в 104%, все очень быстро снова пошло вниз. Этот разворот, как и локальный скачок в понедельник, прогнозировали аналитики нашей подписки Coin22 Pro. Ведь смотрите, 7 числа аналитики зафиксировали приток ликвидности около этой поддержки, после чего мы вошли в лонг и закрыли его ровно на уровне 80 тысяч. А вчера после новости от Белого дома открыли шорт по ТАО, который принес от 70%. Таким образом, благодаря теханализу, а также новостям, мы закрыли много позиций в плюс и сделали несколько покупок на споте по хорошим уровням. Конечно, сейчас рынок не такой, как в конце прошлого года, и не получится просто открыть лонг и ждать. Здесь приходится анализировать монеты, чтобы зарабатывать даже на падении. И на эту тему у нас есть пошаговое обучение с полноценной поддержкой и сопровождением специалистов. Для трейдеров самое главное — это движение, независимо вверх или вниз, а сейчас оно есть. Поэтому, чтобы подробно узнать, как торговать в текущих условиях и на что стоит обращать внимание, обязательно нам напишите. Мы расскажем все нюансы, предоставим подробное обучение и поделимся личным опытом. Ведь для этого мы и создавали подписку Pro, а ссылка, как всегда, есть в описании под видео. Конечно, напряжение на рынках снова продолжает расти, особенно после того, как уже с сегодняшнего дня начинают действовать 104% тарифы против Китая. Но если углубиться, как же торговая война между Китаем и США повлияет на весь мир? Торговля между США и Китаем — это 585 миллиардов долларов в год. США покупают у Китая больше, чем продают, почти тройной разрыв. 440 миллиардов импорт и только 145 миллиардов экспорт. Торговый дефицит штатов почти 300 миллиардов. Трамп уже не в первый раз атакует Китай пошлинами. Он начал это делать еще в свой первый срок. Кстати, Байден большинство из этих тарифов оставил и даже усилил. И да, за последние годы Америка стала меньше зависеть от китайского импорта с 21 до 13%. Но не зря китайцы за один день могут построить небоскреб. Производители из Китая просто начали собирать товары в Юго-Восточной Азии, а именно в Таиланде, Вьетнаме, Малайзии, например, солнечные панели. Казалось бы, на них ввели пошлины, но они просто поехали в США через другие страны. Минторг США это раскусил и теперь планирует ввести аналогичные пошлины и против этих государств. А это
это, друзья, значит одно: бумеранг ударит по самим США, цены на товары вырастут, а платить за все это будут обычные американцы. Что же США покупают у Китая? Да почти все. Смартфоны, на них приходится целых 9% всего импорта, электронику, игрушки, аккумуляторы. И да, все те айфоны, которые делаются в Китае, это тоже сюда. США, в свою очередь, поставляют в Китай в основном соевые бобы, лекарства и топливо. Но теперь это все подорожает для китайцев. Кстати, Apple один из главных пострадавших. Акции компании уже просели на 20% за месяц из-за всей этой торговой турбулентности. А еще появилась информация, что всего за 3 дня было отправлено 5 самолетов из Индии и Китая, набитыми техникой Apple. Заводы хотят как можно быстрее перенаправить технику на американский рынок, без дополнительных пошлин. Но, скорее всего, на ритейле цены 100% вырастут, даже если получится обойти пошлины. И это еще не все. В ход может пойти тяжелая артиллерия. Китай ключевой игрок в поставке редкоземельных металлов, которые очень важны для всего, от смартфонов до военной техники. Уже сейчас Пекин ограничивает экспорт Германия и Галлия, материалов, используемых в радарах и тепловизорах. Ну а в это время США могут ограничить поставку технологий, особенно в сфере микрочипов, а также ИИ. Сейчас Китай не может сам производить чипы мирового уровня, и это самая уязвимая точка Пекина. Трамп также рассматривает возможность давить на третьи страны, чтобы они не торговали с Китаем, если хотят и дальше поставлять товары в США. В списке Мексика, Камбоджа, Вьетнам и другие. И вот теперь главное, почему это касается всего мира. США и Китай вместе составляют 43% мировой экономики. Если эти две страны начнут открытую торговую войну, мировой экономике будет больно. Инвестиции замедлятся, рост ВВП упадет, а производство в других странах пострадает из-за перенаправляемых дешевых товаров из Китая. Например, если Китай не сможет продать свою дешевую сталь в США, он будет сбрасывать ее в Европу. Уже сейчас компания UK Steel бьет тревогу. Это может уничтожить тысячи рабочих мест в Британии. Так что да, друзья, на кону не только пошлины и айфоны, а экономическая стабильность всего мира. Но что же будет с рынками? По этому поводу у меня для вас есть горячие новости с Уолл-стрит. Генеральный директор компании BlackRock Ларри Финк выступил на Bloomberg TV и сказал, что фондовый рынок США может рухнуть еще на 20%. Но не спешите паниковать. Он также добавил, что это может быть возможность для покупки, а не сигнал бежать в панике. Мол, да, все падает, но именно в такие моменты часто совершаются самые выгодные инвестиции. Хотя и сам Финк признает, падение может продолжиться. Сейчас весь рынок в минусе. Финк прямо сказал: я вижу в этом скорее возможность покупать, чем продавать. Но это не значит, что мы не можем упасть еще ниже. И это еще не все. По словам Ларри Финка, США уже, возможно, сейчас находится в рецессии. Он общался с другими управляющими фондов, и большинство из них уверены, мы в ней прямо сейчас. Более того, по данным опроса CNBC, 69% директоров ожидают рецессию совсем скоро, и половина из них уже в этом году. Один из них даже назвал это рецессия Трампа. Джейми Даймон, глава JP Morgan, также подключился. Он считает, что ситуация может ухудшиться. Тарифы, по его словам, только все усугубят. Цены вырастут, а рост экономики замедлится. А знаете, кто еще забеспокоился? Goldman Sachs. Они уже дважды за последнюю неделю повысили вероятность рецессии. Сначала с 20 до 35%, а теперь уже 45%. Все из-за тех самых новых тарифов Трампа. Конечно, кто бы что ни говорил, но сейчас все целиком и полностью зависит только от Трампа. Да, весь мир стал заложником ситуации и планов лишь одного человека. Многие страны пытаются как можно быстрее провести переговоры и добиться более мягких условий. Трамп будет жалеть тех, кто пойдет ему навстречу. Но с Китаем предстоит долгое противостояние, и только Трамп сможет его закончить. Если сегодня или завтра он поймет, что проигрывает, он может начать действовать. Может быть, сделает очередное заявление или временную паузу для переговоров, чтобы сделать Китаю своего рода жест доброй воли. Ведь вдумайтесь, тарифы 104%. Это же просто ужас. Поэтому нам в этой ситуации остается внимательно следить за происходящим. Ведь любая хорошая новость с этого торгового фронта положительно отразится на крипторынке. Если говорить о биткоине, то в начале недели он упал ниже 75 тысяч, впервые с ноября прошлого года. И причина очевидна. Что интересно, буквально на днях были фейковые новости о приостановке пошлин Трампа. И на этой новости биткоин пробил 80 тысяч. Но как только появилась реальная информация, рынок моментально упал, и цена снова пошла вниз. Сейчас биткоин снова движется в зону спроса между уровнем 77 и 73,5, и данный диапазон называется справедливым разрывом, потому что он считается зоной, где быки могут удержать поддержку. Именно в этой области в ноябре прошлого года произошел резкий рост, когда Трамп начал говорить о крипте. Но на этом все не заканчивается. По данным CryptoQuant, долгосрочные холдеры, это те, кто хранит биткоин больше 155 дней, начинают просыпаться. Метрика показывает движение старых монет на бирже. По данным Glassnode, в начале месяца киты, у которых больше 10 тысяч монет, активно скупали биткоин, причем реально активно. Их индекс накопления достиг идеального значения около единицы. Они так быстро набирали позиции 2 недели подряд, но потом темп чуть упал. Тем не менее, это все уверенное накопление. А вот мелкие холдеры, у которых до 100 биткоинов, наоборот начали фиксировать прибыль и продавать. Их индекс накопления упал до 0,1. И у нас получается в
всеми знакомая картина. Сильные руки покупают, а слабые нервничают и продают. И тут добавляется интересный момент. По данным Glassnode, долгосрочные холдеры начали перемещать свои монеты на бирже, а это может быть тревожным сигналом, который обычно приводит к падению. Тем временем аналитик Уилл Клемент говорит, что все это лишь часть более масштабного процесса. По его словам, сейчас закладывается основа глобального накопления биткоина, не просто как хеджа от инфляции, но и как реакция на геополитику. Аналитики CryptoQuant также успокаивают и говорят, что ситуация хоть и напряженная, но не уникальная, ведь в январе прошлого года в минусе находилось 24% всех биткоинов, а в сентябре почти 30%. Да, сейчас даже публичные компании терпят убытки, но это все равно нормальная часть цикла. И здесь вопрос только в том, кто сможет переждать текущую нисходящую фазу рынка. Сегодня было большое экономическое видео, а вот более детальный биткоин-прогноз с актуальной метрикой и ключевыми уровнями мы уже выложим в ближайшее время. Поэтому обязательно поставьте лайк, чтобы новые прогнозы выходили как можно раньше. Также, чтобы получать только проверенную информацию и не попадаться на фейки, как это было с новостью о паузе в тарифах, подпишитесь на наш телеграм-канал, ведь сейчас может быть много фейковых новостей и фуда, чтобы повысить эффект фома. Мы продолжаем держать руку на пульсе и всегда на связи в нашем телеграм, так что будьте особо внимательны на этой неделе. Всем желаю удачи, до скорых встреч!